Парус одинокий в тумане моря голубом, что ищет он в краю далеком, что кинул он в краю родном. Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами снова Павел, и сегодня у нас на обзоре новинка от компании InMotion, самокат InMotion L9. Компания InMotion снова утвердила три самые главные слова для себя и для тех, кто будет использовать ее продукцию. Комфорт есть все. И по праву она создала очень комфортный и интересный самокат. Итак, не будем ходить вокруг да около и сразу перейдем к его техническим характеристикам. Самокат InMotion L9 это самокат с передним приводом, оснащенным мотором мощностью 500 Вт. Этот мотор неплохо показывает себя в городских условиях, для которых этот самокат предназначен, и вполне неплохо может затащить райдера весом в 90 кг на горку около 15 градусов. Емкость аккумулятора составляет около 675 Вт-часов, что позволяет ему проходить без дополнительной зарядки около 50-70 км. Сразу хочу отметить, что максимальная скорость у этого самоката около 30 км в час. Это немного, да, но в городских условиях такая скорость считается наиболее безопасной. Мощная и крепкая рама позволяет ему выдерживать вес до 140 кг, что позволяет вам в некоторых условиях взять на борт пассажира. Этому способствует и длинная дека самоката. На деке установлена хорошая прорезиненная поверхность, которая позволяет цепляться за нее ногами и в принципе хорошо себя и комфортно чувствовать на большинстве типов грунтов. Если вы, конечно, выйдете в какой-нибудь жесткий оффроуд, то наверняка вас не спасет, так как самокат не предназначен для таких условий. Но в городе, повторюсь, он идеален. Он словно корабль, плывет, аккуратно рассекая асфальтную гладь, и при этом позволяет вам не замечать кочки. Этому способствует система амортизации на переднем и заднем колесе. Спереди у нас находится пружинная вилка, которая проглатывает бордюры и прочие камни, которые угрожают вам в процессе езды. Сзади у нас расположены две пружины, которые также выполняют подобную функцию. Они очень хорошо сглатывают камни и неровности, что позволяет вам не отвлекаться на какие-то пустяки во время комфортной езды. Курок позволяет вам очень плавно разгоняться и также плавно тормозить. Самокат в принципе является воплощением такого понятия, как плавность и спокойствие. Он не быстрый, но при этом он комфортный. Вы будете ощущать какую-то скорость, но это, опять-таки, хочу обратить внимание на то, что это не тот самокат, на котором надо гонять. Это самокат, чтобы комфортно и неспешно добираться из точки А в точку Б, наслаждаясь видами. Отдельно хочется упомянуть качество сборки этого самоката. Такого я еще не встречал. Он ощущается абсолютно монолитным, ничто не шатается, не дребезжит, не стучит или не скрипит. Самокат едет прекрасно, не издавая абсолютно никаких лишних звуков, и даже гул мотора почти не слышен. На самокате установлены достаточно широкие колеса 10 на 2,5. Это позволяет ему хорошо чувствовать себя на плитке, которая для многих самокатов является проблемой, и на более сыпучих и зыбких грунтах. Поэтому, если вы решите срезать через парк, самокат с радостью позволит вам эту возможность. Благодаря наличию у самоката подвески, он достаточно легко преодолевает бордюры. Она отрабатывает. Слегка звенит, но все-таки отрабатывает. Я замечал эти бордюры, но это был не мощный удар, а скорее какое-то приглушенное пошатывание. То бишь, если вы также случайно наскочите на бордюр, на что-то отвлечавшись, то никаких проблем не возникнет, самокат вас спасет. Чтобы тест получился полным, мы выкатили самокат не только на красивый асфальт, но и на более агрессивный грунт. Что ж, там он себя показал вполне достойно. Он едет по траве, он едет по песку и по гравийке. Идет он вполне неплохо для спокойного городского самоката. Несмотря на то, что самокат имеет максимальную скорость в 30 км в час, его динамика разгона позволяет ему довольно быстро добирать планку до 20-25 км в час. Он разгоняется не резко, но вполне уверенно. Прирост скорости вы чувствуете. Оттормаживание происходит также легко. Зажав ручку тормоза, вы будете наблюдать, как цифры на спидометре достаточно стремительно падают. Этому способствует двойная система торможения. О ней я расскажу подробнее. У самоката имеется задний дисковый тормоз, который приводится в движение специальным тросиком, и передний рекуперативный, который, грубо говоря, является его же мотором. Поэтому контроль обеспечивается максимально. Вы будете чувствовать то, как вы тормозите. У самоката имеется достаточно приятная и красивая приборная панель, огороженная светодиодной лентой. Длинное нажатие включает самокат. Собственно, после того, как мы включили самокат, мы видим индикацию. Сверху у нас расположен индикатор заряда батареи. Ниже индикатор скорости, который можно переключать от мили в час к километру в час и обратно. Снизу же, в самом низу, расположен индикатор режима. У самоката всего три режима. Эко-режим, который позволяет экономить батарею, драйв, режим обычной эксплуатации, и спорт, который позволяет вам выжать из него максимум. Короткое нажатие кнопки при включенном самокате активирует фару. Повторное нажатие ее выключает. Двойное нажатие кнопки, быстрое, переключает режимы.
езды. На табло электросамоката имеются поворотники. Это является очень интересной фишкой от компании InMotion, и я еще ее не встречал на других самокатах. Собственно, когда вы поворачиваете, самокат показывает вам и тем, кто едет поблизости туда, куда вы поворачиваете. Это так называемая внешнесветовая индикация. По бокам самоката расположены под декой светодиодные ленты, которые мигают красным в зависимости от того, в какую сторону вы поворачиваете. Этот самокат оснащен механизмом складывания руля. Он весьма интересный и отличается от того, что мы видели на других самокатах. Здесь запорный механизм представлен кнопкой, которую необходимо нажать, чтобы язычок мог отпуститься. Когда вы опускаете язычок, у вас выдвигается передний фиксатор. Как только он выдвинут, вы можете смело складывать руль. Для того, чтобы закрепить руль в фиксированном положении, вы должны слегка отдернуть скобу, которая расположена на верхней части руля. Готово. Самокат сложен, и теперь вы можете транспортировать его в таком виде. Чтобы разложить самокат, вам нужно отщелкнуть скобу, перевести руль в горизонтальное положение и защелкнуть язычок. Запорная кнопка сработает самостоятельно. Несмотря на то, что этот самокат значительно больше, чем самокаты ближайших родственников, это Ninebot Max или тот же пресловутый M365 Midge, он весьма комфортно себя чувствует в местах большого скопления людей. Можете спокойно идти с ним по магазину, торговому центру или где-нибудь еще, аккуратно катя своего коня с собой. Уровень синергии с городской инфраструктурой у этого самоката настолько высок, что вы абсолютно не чувствуете себя каким-то не таким, идя с ним по торговому залу или магазину. Он притягивает взгляды, но вам от этого неплохо. Наоборот, он украшает вас, а вы его, вы дополняете друг друга. И идете с ним нога об ногу. Фактически никому не мешает, несмотря на свои достаточно массивные габариты. Вы можете легко объезжать людей, а вы можете аккуратно припарковать его, чтобы не мешать никому. Словом, этот самокат воплощает идиллию городского комфорта. Благодаря наличию у самоката складного механизма вы можете легко комбинировать передвижение на своем самокате с другими видами городского транспорта. Если вам необходимо спрятаться в метро, допустим, от дождя или куда-то подъехать, вы легко сможете сложить своего коня и взять с собой. Единственный минус в данном случае – это достаточно большой вес. Самокат весит около 23 кг. Отдельно я хочу выделить минусы. Как по мне, отчасти минусом является его вес и габариты. Некоторым пользователям такой размер будет банально неудобен. Также я хочу отметить то, что в моем понимании самокат достаточно медленный. Потому что если вы хотите что-то более быстрое, думаю, вам вообще не стоит смотреть на этот самокат. Он не про скорость, он про комфорт. Также хочу отметить, что стоковая зарядка идет на 1,8 ампер. Это позволяет зарядить самокат полностью за примерно 7 часов. Но здесь реализована система двух портов, что позволяет заряжать вам самокат с двух зарядных устройств за 3 часа. Я часто вижу, что люди на прокатных самокатах или же на своих самокатах катаются вдвоем. Как по мне, данный самокат один из лучших вариантов для того, чтобы кататься с кем-то. Его длинная и достаточно широкая дека позволяет спокойно и с комфортом разместиться двум людям. А прочная рама, выдерживающая 140 кг, не надорвется, если вы станете туда вдвоем. Зарезюмируя все вышесказанное, я хочу сказать, что данный самокат предназначен для людей, которым хочется купить хороший, сбитый, красивый и удобный продукт. Продукт, который не нужно будет дополнительно обслуживать, откручивать или ставить на него какие-нибудь обвесы. Он готов к бою уже с коробки. Это самокат, который не нужно доделывать, его не нужно допиливать, он хорош сам собой. Единственное, что вам, пожалуй, может понадобиться, это подкрутить механизм складывания руля, но это произойдет неизвестно когда. Тот, кто решит приобрести себе этот электросамокат, в будущем подписывается на то, что будет притягивать взгляды людей и других самокатчиков. Он стильный, красивый и в то же время не такой пестрый. Он лаконичный. Он словно красивый, одетый офисный работник в пиджаке и в правильно выдержанной одежде. Он идет куда-то по своим делам, и ему не важно, что вы о нем думаете. Когда я впервые его увидел, я не знал, чего мне ожидать. Это был просто самокат, это не здоровенный ультрон, это не дуалтрон, это не что-то маленькое, это что-то интересное. И когда я проехался на нем, я понял, в чем суть его философии. Комфорт и еще раз комфорт. Это самокат про то, что вы, словно городской парусник, будете бороздить асфальтовые моря, не отвлекаясь на какие-то там лишние вещи или детали. С вами был Павел, магазин Ямакбай. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!